Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы хотим вам рассказать одну из технологий выращивания антуриума. Для этого нам потребуется живой мох. Это мох сфагнум. Вот он. И сосновая кора. Сосновую кору мы поломали, получились вот такие небольшие кусочки. Возьмем 2 стаканчика. В этих стаканчиках сделаны отверстия по бокам и снизу. Эти отверстия нужны для вентиляции и для дальнейших подкормок. В эти горшочки мы посадим антуриум. Это детка от домашнего растения антуриум коралл. Это деленка от магазинного куста Лида. Вот его недавно разделили, буквально несколько часов назад. Вот мы их и будем сажать. На дно кидаем мох. Чуть-чуть коры. Мха. Опять же. И чуть-чуть коры. Ну, в общем, как-то делаем так, как слоеный пирог. И опускаем аккуратненько деточку. Это у нас будет антуриум коралл. Опять же, надо вот аккуратненько так постараться, не повредив корни, положить туда мох. Можно вот использовать такую вот деревянную палочку для проталкивания. Так, конечно, очень неудобно и очень аккуратненько все это надо делать. Не забываем про сосновую кору. И опять мох. Смотрите, так корешочек выскочил у нас. Сейчас мы его чуть-чуть прикроем. Один посажен. Также посадим и второй. Растения мы посадили. Возьмем еще 2 стаканчика. Они без отверстий. На дно бросим керамзит. И поставим сюда наши растения. Как видите, получился своего рода двойной горшочек. И второй также. Сейчас растения отправятся в тепличку, где хорошее освещение, высокая влажность воздуха и высокая температура. Как они будут расти, развиваться, как мы за ними ухаживать будем, когда мы произведем первую подкормку, как мы это все будем делать. Все это мы покажем вам на видео. Сегодня мы вместе с вами будем производить первую подкормку наших растений. Для этого нам потребуются пустые стаканчики, pH-метр, питательный раствор, который мы приготовили заранее, термометр для отслеживания температуры питательного раствора. Его температура должна быть 27-28 градусов. Кислотность питательного раствора 6,0-6,5. В нашем случае это 6,2.
Наливаем питательный раствор в стаканчик и погружаем туда наше растение. Многие наверняка проделывали это с орхидеями. Этот способ уже им знаком. Необходимо добиться того, чтобы растение было полностью погружено в питательный раствор, но не выше шейки. Это первая наша подкормка. Сегодня мы оставляем растение в питательном растворе на 5-8 минут. В дальнейшем продолжение нахождения растения в питательном растворе будет увеличиваться до получаса. Растения подкормлены. Оставляем их, чтобы лишняя влага стекла со стаканчиков. Оставшийся питательный раствор можно использовать для других комнатных растений, а также на садовом участке, как вам будет угодно. Подкормка завершена. Помещаем растения в хорошие условия, а это высокая влажность воздуха, температура и хорошее освещение. Прошло примерно 3 недели. Давайте вместе с вами посмотрим, как чувствуют себя наши растения. Это у нас антуриум коралл. Как видите, нарастил новый молоденький листочек. Теперь корни, опять же, корни у него довольно-таки хорошенькие. Смотрите, зеленый мох растет из дырочки, из отверстия вышел. Вот видите, корневая система у него тоже отличная. Растение готово к пересадке в горшочек большего объема. Следующий — это антуриум элита, деленка от магазинного куста. Здесь у нас есть точка роста, уже появилась новенькая. Далее, что касается корней, как видите, корни очень богатые, особенно вот здесь, посмотрите, толстенькие, хорошенькие. Растение, скажем так, готово к новому росту, скажем так, даже взрыву. Сейчас при хороших условиях оно должно стрельнуть, то есть начать обильно наращивать листовую массу. В принципе, это растение тоже уже готово к пересадке в горшочек большего объема. Для пересадки мы будем использовать вот такие горшочки. Отверстий здесь достаточно. Корни будут дышать. И будем использовать вот такой живой мох. Вот он. Такой хорошенький, на ощупь приятный такой. Он уже зелененький. На свету начинает расти. Итак, на дно горшочка ложим немного мха. И далее будем извлекать растения. Надо извлечь аккуратненько, чтобы не повредить корешочки. Я так думаю, что проще будет нам, наверное, с вами обрезать этот стаканчик. И будет это гораздо удобнее, комфортнее. Сейчас еще здесь дно чуть-чуть резанем. Вот так. Отлично. Теперь аккуратненько извлекаем растение из горшочка. Опа. Как видите, корни мы даже не тревожим. Они так и остались. Оп. И свободное пространство укладываем мхом.
Многие боятся использовать живой мох для наращивания корней. Говорят, что корни в нем начинают гнить. Но, как вы видите, по нашим растениям никакого гниения не происходит. А почему? Потому что отверстий в стаканчике было достаточно как на дне, так и сбоку. И то есть корни дышали. А если корни дышат, никакого процесса гниения происходить не будет. Вот красавчик какой. Растение посажено. То же самое сделаем и со вторым растением. На дно мох. Такой же стаканчик, также много отверстий. И также мы, наверное, с вами разрежем стаканчик, потому что здесь как раз еще и корешок у нас вышел в отверстие, чтобы его тоже как-то так нам сохранить и не повредить. Можно даже вот и со второй стороны обрезать. Так, наверное, будет даже гораздо удобнее. Оп. Так. Так, сделали. Как хорошо прям открылось все. Смотрите. Вот она, точка роста. И даже не одна, я вам хочу сказать. Вот одна, вот маленький еще. И вот еще там. Так что это растение будет скоро нас удивлять, радовать. Сначала обилием листовой массы. Ну, а до цветения там будет совсем недалеко. Также погружаем в стаканчик. И в свободное пространство укладываем свежим мхом. Сверху я, наверное, вот этот вот чуть-чуть уберу. Мне кажется, ну, сильно тоже тревожить не надо. Вот, посмотрите, здесь тоже корешочки у нас молоденькие совсем. Вот зелененькие. Мне кажется, вот этот свежий мох будет более эффектней сверху выглядеть. Аккуратно. Поставили. Отлично. Вот. Готовы. Наши растения пересажены в горшочки большего объема. Напомню вам, антуриум коралл и антуриум элида. Как вы видели из видео, растения содержались в идеальных условиях. Полив не производился, а производился питание растений методом погружения горшочка полностью в питательный раствор. При этом pH питательного раствора был 6,2-6,5 и температура 27-30 градусов. Так как растения уже привыкли содержаться при этой кислотности, и чтобы они получили стресс после нашей перевалки с добавлением свежего субстракта, мы приведем показатели кислотности к нашим нормам. Мы приготовили питательный раствор, pH которого 6,2 и температура 30 градусов. И погружаем сюда растения полностью. Так, аккуратненько загрузили. Хочу сказать, что с каждыми подкорками периодичность их была раз в неделю, увеличилось время нахождения растений в питательном растворе. На этот раз мы погрузили растения на 25-30 минут. И это окончательное время. В дальнейшем растения будут в питательном растворе находиться 30 минут. Оставляем так это растение на 30 минут. Затем погрузим и антуриум коралл. О дальнейшем развитии и росте этих растений можно будет отследить на нашем форуме, на нашем сайте. Ссылочки будут добавлены чуть позже к описанию видео по мере появления нового поста. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное. А интересного впереди еще будет ой-ой-ой как много. До новых встреч, всего вам доброго. Спасибо за внимание.